Привет, я Саша. Добро пожаловать на мой канал Cooking Time, на мою кухню Cooking Time, где мы сегодня будем печь вкуснейший персиковый тарт, пирог, много-много персиков, нежный ванильно-сливочный крем. Все это на тонкой хрустящей основе из теста. Вкусно, ароматно, по-летнему и очень-очень просто. Да, тыц-пыц и готово. Как всегда, следите за руками. Поехали! Сразу, чтобы не забыть, разогреваем духовку до 200 градусов Цельсия, 400 Фаренгейтах. И берем чашу для смешивания, вместительную чашу для смешивания. Туда сразу засыпаем муку, добавляем сахар или сахарозаменитель, немного соли. И все это хорошенько перемешиваем с помощью венчика. Теперь туда же добавляем цедру лимона, как всегда, только самую верхнюю желтую часть. И туда же необходимо добавить сливочное масло. Заранее порезанное небольшими кубиками, держал я его в холодильнике, чтобы масло оставалось холодным. В чашу. Ну и дальше вы догадываетесь, необходимо все это перетереть пальчиками в однородную крошку. Крупную однородную крошку. Чтобы никаких кусочков масла не осталось, заодно цедру лимона тоже перетираем, добавляя еще больше аромата. Если пальчиками работать не любите, делайте все с помощью кухонного процессора. Тоже можно. Вот такая в результате должна получиться однородная, рассыпчатая крошка. Немного ванильного экстракта. Если ванильного экстракта у вас нет, не страшно. Можете часть сахара заменить ванильным. И туда же добавляем очень холодную, почти ледяную воду. И теперь все это также пальчиками быстро собираем вместе вот таким вот образом. И получаем тесто для основы нашего тарта. И дальше все тоже очень просто. Мы не будем тесто ни охлаждать, ни замораживать, и даже раскатывать мы его не будем. Будем просто выкладывать его в форму. Друзья, как всегда, небольшая напоминалка о лайках. Пожалуйста, не забывайте про них. Можете поставить в конце, если видео понравится. А можете прямо сейчас поставить, а потом, если не понравится, заберете. Но, пожалуйста, про лайки не забывайте. Это очень важно для видео, для канала, для меня. И я каждому за эту поддержку, каждому из вас за эту поддержку очень благодарен. Продолжаем. Форма у меня вот такая, разъемная, с вынимаемым дном. Это очень удобно. Если форма у вас не разъемная, просто проложите ее бумажными полосками, чтобы поддеть тарт и легко извлечь его из любой, даже неразъемной формы. И вот так вот кусочками выкладываем тесто в форму. И затем также пальчиками превращаем это все в основу, тщательно прокладывая бортики и дно. Старайтесь сделать так, чтобы толщина пласта, чтобы толщина теста была везде плюс-минус одинаковой. Ну и сильно не мучайте тесто, чтобы оно не таяло под пальцами. То есть старайтесь все сделать достаточно быстро. Готово. Тыльной стороной ножа вот так вот проходимся и снимаем лишнее тесто, делая края ровными и красивыми. Вилкой делаем на дне несколько проколов, чтобы тесто не вздувалось. Берем лист бумаги для выпечки. Так вот беспощадно его мнем, делая максимально пластичным, чтобы он не поломал сразу нежное тесто. И прокладываем форму. Сначала мы будем выпекать тесто с грузом, чтобы ничего не оплыло, чтобы основа подпеклась, чтобы основа осталась хрустящей, потому что начинка у нас будет заливная. Тщательно все прокладываем, а сверху высыпаем груз. Можно использовать специальные кондитерские груз-шарики. Я уже много лет использую вот эту вот смесь. Да, именно эту смесь использую много лет. Фасоли, мелкой фасоли и риса. Заполняем форму, распределяем груз равномерно по всей форме и ставим в духовку, уже разогретую до 200 градусов Цельсия, 400 Фаренгейтах. С грузом выпекаем 10 минут, затем груз прям с бумагой извлекаем и ставим форму уже просто с тестом в духовку еще минут на 10. Основа должна как следует подсохнуть, как я сказал, подпечься.
чуть-чуть, вот прям слегка-слегка должна начать подрумяниваться, но ни в коем случае не должна начать подрумяниваться сильно. Если вы видите, доставайте, иначе основа уже вместе с начинкой просто сгорит. Вот такая в результате должна получиться подпеченная основа. Она уже совсем не влажная, она начала хорошенько подсыхать, слегка у краев начала подрумяниваться. Пока отставляем основу в сторону и занимаемся персиками. Персики у меня антарийские, вкусные, ароматные, красивые, вот такие вот аппетитные, спелые. Просто девочки к этим персикам не хватает. Если что, я за нее. Персики необходимо хорошенько помыть. Распополамливаем их. Как это вкусно и ароматно. Удаляем косточку. Если вы в Канаде или окажетесь в Канаде, если вы еще не пробовали антарийские персики, ну, срочно надо, потому что это очень вкусные персики. Вместо персиков легко можете брать нектарины, абрикосы, сливы. Со всем этим тоже получится очень вкусно. Не стоит брать совсем прям спелые и мягкие персики. Если они будут поплотнее, но при этом сладкие, это идеальный вариант. Персики необходимо нарезать такими небольшими дольками. Дольки не должны быть ни слишком толстыми, ни слишком тонкими. Такого среднего размера дольки, чтобы они хорошенько и пропеклись в пироге, но при этом не превратились в пюре, чтобы вкус персиков чувствовался максимально. И вот эти красивые вкусные персиковые дольки выкладываем в подготовленную, подпеченную основу. Можно, конечно, просто разбросать, а можно создать там какой-никакой рисунок. Ну и да, персиков в этом тарте, пироге должно быть много. Вот такая уже получается красота. И теперь нужно залить это все начинкой. Для этого берем снова чашу для смешивания. Туда сметану. Можете использовать какой-нибудь жирный йогурт. Туда же добавляем яйца, сахар. Можно использовать сахарозаменитель, что я как раз и делаю, чтобы сократить количество белого сахара в рецепте. Немного кукурузного крахмала, чтобы начинку стабилизировать. Ну и сделаем начинку еще вкуснее и ароматнее, добавив и туда ванильный экстракт. И все это необходимо хорошенько перемешать с помощью венчика до полной однородности. Возвращаемся к форме и вот эту вкусную ароматную начинку выливаем аккуратно сверху, тщательно вот так вот по персикам и по форме распределяя. Так, чтобы везде начинка между каждой долькой персика проникла, заполняя форму. Сверху, чтобы пирог получился еще аппетитнее и красивее, посыпаем все лепестками миндаля. Вот так вот прям щедро. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов Цельсия, 400 Фаренгейтах. Уменьшаем температуру до 190 градусов Цельсия, 375 градусов Фаренгейтах и выпекаем минут 40-45. Все должно подрумяниться, пропечься, ни в коем случае не должно сгореть. Опять же, следим внимательно и наслаждаемся ароматами, которые будут распространяться по кухне и по дому. Персики, ваниль. Это очень вкусно. А груз я снова возвращаю в банку. Как только он полностью остынет, закрываю плотно и продолжаю хранить до следующего использования. И вот так вот у меня эта банка уже хранится, чтобы не соврать, лет 8 точно. Как это аппетитно, румяно, персиково-миндально. Пахнет просто невероятно. Нужно подождать, когда пирог подостынет, вкусы там все стабилизируются, начинка еще лучше схватится. Можно будет его достать из формы, выложить на какую-нибудь тарелку, блюдо, подставку. Тарт-пирог можно украсить свежими уже персиками, дольками свежих персиков. Можно их присыпать сахаром, оставить ненадолго, и они получатся более блестящие и красивые. Подавать, нарезать и наслаждаться. Но это очень по-летнему, очень по-персиковому и очень по-ванильному. Очень вкусно пахнет. Реально смотреть на это невозможно. Пирог хорош
и в чуть теплом виде. Можно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками. Можно в полностью остывшем, можно в охлажденном виде. А еще его можно заморозить, чтобы порадовать себя потом осенью или даже зимой. Все, я не могу смотреть на это, пора заныривать. Как это нежно! Это очень вкусно. Персики стали еще более яркими по вкусу, а вот эта вот сметанная заливка превратилась в такой сметанно-ванильно-сливочный крем. Это очень вкусно. И основа получилась такая рассыпчатая, нежная, хрустящая. Это, друзья, полный восторг. Полный персиковый восторг. Очень вкусно. Самый красивый кусочек, как всегда. Пахнет. Прям персики, знаешь, как вот зимой открываешь банку с персиками консервированными, оттуда прям такой запах персиков на тебя набрасывается. Вот это еще сильнее, такой в 10 раз более персиково пахнет. Так вкусно. Что же это там такое волшебное? Вот эта вот начинка, она в меру сладкая, ванильная такая, ванильно-прекрасная. И персики такие приятные, такие сладкие, такие. Они сохранили свою текстуру и невероятно вкусные. Всем, ну прям всем срочно надо. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео жду ваши лайки, пожалуйста, друзья, не забывайте про них. Пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, и рекомендуйте его своим друзьям. Чем нас здесь будет больше, тем видео будут выходить чаще. Всем желаю всего самого хорошего, доброго, вкусного. До новой скорой встречи. Пока-пока. Они не распеклись в сисю. Да, что-то такое хотел сказать.